свое мнение, потому что сейчас ты говоришь, вот есть Дота условная, это хорошая игра, я не спорю, но у нее токсичная комьюнити. Если ты говоришь, что я играю в Доту, то на тебя либо, ну, короче, на тебя вешают ярлык. Или я говорю, я играю в Genshin Impact. И все говорят, да иди ты нафиг, Genshin Impact это аниме для девочек. И ты не можешь ничего сказать, возразить, потому что есть устоявшееся мнение. Кстати, Banjo-Tooie началась, и я ухожу. Подчеркнем эрудированность наших комментаторов. Большое спасибо герою и злодею за этот прекрасный разговор. К сожалению, он оказался немножко односторонним, и герой сыграл злодея, а злодей не сыграл героя. Ну что ж, в следующий раз услышимся. Спасибо большое еще раз, комментаторы. Удачи на Всем комментировании. спасибо. Да, удачи тебе, Делик. Всем пока. Пока. Приятного просмотра, ребята. Ой, блин, у меня сок кончился. Там спидран начался, да? Что по времени? 22, 23, 24, 25. Я, наверное, спешу на пару секунд, но если что, убавим, так сказать. Так, что у нас тут? Нам показывают Банjo-Tooie. Кто не знаком с этой прекрасной серией Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie. Одна серия, к сожалению, никуда не портированная дальше, так и осталась на лагу. N64 не смогли они полностью реализовать весь потенциал, но игра великая, если никогда не играли. Отличный платформер, много разных интересных механик, по крайней мере, на тот момент. Все запихали, что интересное можно было бы запихать, они сделали. Мне весьма нравится. Я прошел, по-моему, обе игры, если я правильно помню. Спидран их иногда поглядываю. 5 секунд отстаю, такого не может быть. Давайте проверим. Ну да, на официальном стриме. Я не смогу сделать лучше, потому что у меня вырубает VLC, если у меня без задержки он стоит. Очень жаль. Но, в принципе, столкнулись мы с боссом. Клэнг — это помощник ведьмы. Если что, Banjo-Tooie — это вторая экранизация про наших медведя и птиц. Точно не знаю, в чем заключается any процент. В том смысле, что я не уверен, что могу вам подсказать, куда будем, насколько двигаться быстро. Но, надеюсь, нам комментаторы все расскажут. Давайте послушаем. Отлично, отлично. Значит, выполняем небольшую оптимизацию. Нам нужно было хорошо встать в воротах, чтобы Клэнк нас вытолкнул. В принципе, он с этим неплохо справился. Немножко нас протолкнул. Всегда можно заметить, как подлагивает. Естественно, lag reduction за счет направления камеры тоже приветствуется, но его достаточно сложно реализовать, потому что все равно тебе нужно идти и смотреть, куда ты идешь. Даже если ты запомнишь, куда идти, ты все равно не можешь там условно в небо смотреть или еще куда-то, чтобы сделать редакшн максимальный. Поэтому играем как есть. Так, скоро мы увидим какие-то новые скипы. Замечательно. Покупаем Diablo Immortal, by the way, бесплатно покупаем и наслаждаемся. 500к заливаем и становимся так, middle, как сказать, middle класс персонажем. Я уже 100к залил, как говорится. Долларов, есть что. Зашли мы к королю джинглов, и тут все зависло, потому что нам проигрывается ролик. Ролик мы скипнули. В принципе, ничего интересного не произошло. Мы пойдем поговорим с Гоглом. Гогл у нас это крот. Крот-сынишка. По-моему, крот батя погиб, если я правильно помню. Speedrun Diablo Immortal по установке и удалению. Можно мне поставить VR, я не устанавливаю. Ну и всем, кто не установил, тоже.
that Bottles has died. So. Система открытия миров в Banjo-Tooie немножко отличается от Banjo-Kazoo, потому что нам нужно приходить все время на этот пьедестал и открывать различные картины при помощи тех пазлов, которые мы насобирали. И раскидываются детали. По-моему, они всегда имеют одинаковое расположение. То, в принципе, менеджмент достаточно простой, просто делаем как надо. 92 секунды, отлично. Это единственный уровень в игре, который мы откроем. Очень методичное. Метативная, наверное, правильно будет сказать, игра. Says it's great to see Duck and Banjo back at GDQ. Special shout outs to Connor and the whole couch. Такой большой кауч. Я так понимаю, сейчас совсем скоро начнется великое объяснение, потому что будут сногсшибающие гличи, которые сделают нам Wrong Warp, естественно, до какого-то определенного уровня, с которого мы пойдем в конец игры. Вот, а в первой серии мы должны были подойти к каждому миру примерно достаточно близко, найти пьедестал, на котором нужно добавить пазлы и добавлять по отдельности. Здесь же у нас для этого есть отдельное святилище. В данный момент нам нужно собрать 350 ноток. В принципе, мы сразу начнем этим заниматься. На этом уровне мы соберем почти все нотки. На этом уровне мы соберем как минимум 100 ноток. И получим первое движение от нашего крота вожатого. Я не помню как. Прапор-крот, в общем. Он объясняет нам техники, и техники покупаются за счет ноток, насколько я помню. Some clean movement back there to the treble club. Always fun. Already have all 100 notes from this first world. Yep, and the 2 moves that I need. Так, все нотки собрали, отлично. Есть анимация определенная крота, как он выпрыгивает и запрыгивает. И пока что нам дают короткую анимацию. Чем длиннее анимация, соответственно, тем хуже спидран. 5 секунд на это можно потерять. Представьте себе, анимация 5 секунд. В принципе, такая игра. Рандомная. Так, хорошо. Это, в принципе, достаточно легко и самому сделать, если понимать именно, как делать это. Нам нужно будет выполнить определенный мув при помощи Туи. Или козу. При помощи козу, потому что Туи я не помню кто. Вот. И проскочить через текстуры, если я правильно помню. Банджо, да, очень хорошая игра. Шикарная. Для своего времени, конечно. Пытаемся проскочить через текстуры. Оп, отлично. Хорошо. Со второго раза. Замечательно. So for Glitter Gulch Mine, we also need to do some quick note collecting. And then I guess when you can talk about the DCW glitch I'm going to be setting up here while I grab these notes.
Yeah, so the other big reason besides notes that we come here is we're going to transform into the detonator, which will set up the first part of a wrong warp that we call delayed cutscene skip. Gotta go fast, It's kind of a Sonic. two-part setup, and the first part will be coming up here. But yeah, first we have to go collect all these notes and then Ботиночки у нас на transform, таймере. and one Какое-то goes время они wrong, работают, which we'll потом be entering in перестают работать, seconds. естественно. Ух, как много Yeah, лагов. and there was a lot of lag reduction that he was doing through that section. Banjo-Tooie Также is есть Вигвам. known for being a Вигвам pretty с laggy game, so for all of these ведьмой, long по-моему, на данный sections, момент. it's really impressive to see the lag reduction where you Они can't see where you're поменяли going at all, just trying to take the quickest path старого possible, парня. not having any lag. Yeah, especially in a Не short помню, как его category зовут like на this самом one, деле. it really matters a lot. Шамана, в общем, на ведьму поменяли. И вот стали динамитом. Есть много прикольных превращений. Yeah, so we are on our way Динамит to fuel или depot рычаг here, от динамита позволяет нам взрывать where there is, динамит, if you've который ever played готов the к game, тому, there's the чтобы его Saucer взорвать. Peril minigame. It's in this box По-моему, coming мы up сами here, не and we взрываемся, just если я want правильно помню. to Я do the проверю. first part of this cutscene, which will set up the box to enter Witchy World later, but we'll only be doing this part right now. We'll have to go to Witchy World a bit later. So we're going to collect all these notes, or 185. Напоминают нам, что собрать на 450. Угу, вот ТНТ взрываем. 450 ноток. Yeah, It was a huge find that completely changed how Banjo-Tooie was run. Варп, который мы будем использовать, сохранил в стопроцентном ране 2 часа. Представьте себе. so we're just going to save and quit here. It's much faster than Миры de-transforming в этой and игре going тоже into the next. достаточно... недостаточно, но есть соединение в мирах. И в этом мире есть соединение с миром НЛО или развлекательным парком, там просто НЛО-секция, где проигрывается один из последних квестов или что-то в этом такое, что-то в этом роде. Наша задача будет сейчас заставить игру думать. Мы, в принципе, делаем уже тот квест. $200 here from Hustler Bo Jenkins that says Banjo-Tooie is my girlfriend's favorite game, so I wanted to get a dono in during the game. Let's Окей, go, есть SGDQ. сложности. Хорошо. Definitely the best Banjo game we're playing here tonight, in my opinion. True. What you saying? I mean, I love Banjo-Tooie, but I'm a huge fan of Banjo-Kazooie as well. So right now we're heading to Pine Grove. We're going to go to Witchy World. And maybe notice we haven't opened Witchy World yet, as well as Clear's Mine, but we'll also be entering this one early. We'll be using a bit clip, which was referenced earlier. First, we're going to learn grenade eggs, get a couple notes here. But a bit clip is, it's named after 8-Bit Beast. Shouts to 8-Bit Beast and Ring Rush for finding setups for this. But what we're going to be doing is setting up to a very, very specific spot. It's about 100,000th of a unit. Будем подготавливать специальный проскок в текстурах. Yeah, it's just incredibly specific. Yeah, it is Нам virtually нужно немного impossible to лагов. get into this spot just by walking into it. So Duck is going to reset his position completely by entering this silo and then leaving it to get in a consistent spot. Нам нужно сбросить нашу позицию, сделать, выйти в идеальной позиции. В определенную точку определим курсор. Он смотрит сейчас на картинку, куда нужно выставлять. Короче говоря, помните такую прекрасную игру, как Легенда о Зельде? Вот там все примерно то же самое. Спидраны, в принципе, в итоге будут приходить к такому, что нам нужно просто правильные движения выполнять, идеальные. То есть он, конечно, может быть, сейчас не идеально делает, но близко к идеальному. Им нужно развернуться в правильных местах. Очень точные движения.
then the entire setup is dead. He has to start over. Так сказать, танцы с бубном. Okay, so that's a failed attempt right there. Not really sure what went wrong. Так. It's really hard to tell a lot of times. Yeah. Sometimes Кажется, он it's двинулся not слегка. getting enough lag. Sometimes it's also hard to tell if you were at the right angle. But yeah, this is the critical glitch that has saved 15 minutes in the any % route, so it's absolutely still worth going for here until he gets it. Глич, который мы делаем, сохранил 15 минут в любом проценте. Любой процент был, в принципе, по-моему, около часа или около того. Ну и, в принципе, представьте себе. That's unfortunate. Yeah, unlucky. Come on, man. Yeah, that guy can be a troublemaker. Так, не очень хорошо получилось. Is he gonna hit me Still again? right next to you. You get out of the way, please, sir. It's also important to note that there will be another one of these tricks later in the run. Кажется, он на нас забил. Yeah, 11 angle buffers here. And it is worth mentioning that he needs a lag frame during this part, and yeah, that's gonna mess it up. Okay. And if he doesn't get that lag frame, then Моб, к he'll сожалению, be мешает ever нам. so slightly off and not able to clip through the ground in the very specific spot. That's what I think happened the first time. There's a little bit of randomness to this, unfortunately. Этого This трюка я не might видел, be a но pain. это что-то очень сложное, похоже. Think I can slide in some donations while we get this set up again? Sure. Here's $25 from Pipsweet that says, "Good day, Australia, Colin. I had to donate again for Banjo-Tooie. Massive chunks of my childhood Так, чел were идет invested in справа. playing Banjo-Kazooie games. So happy to see the Окей. GDQ. Неуязвимость прожали. $20 here from Потратили Doodlepad Gamer that неуязвимость. says, "As a lifelong fan of Banjo-Kazooie and Tooie, I had to get my donation in during this run. Can't wait to see the new any % route. Good luck and have fun, Duck." And real quick, here's $25 from Pack Attack saying, "We are doing stop and swap, right?" Don't think so today. Просто замер в ожидании чуда. All right, let's see if he Я gets it лично, here. по крайней мере. So what we're looking for there, where you can tell you failed, Нет. is you're looking for Banjo's shadow on the pause buffer there. Banjo's shadow will not be visible. Oh, wait. You have no gold feathers. Yeah, I was about to say. Yeah. Gotta get more gold feathers to try it again. Yeah, we need these feathers in case the enemy is Но у него нет being mean to us золотых again. перьев ему. Золотые перья. But what we're looking to do is clip through the floor. Золотые перья дают нам неуязвимость Non-lag. в форме I feel like the setup's going well. козу. so Yeah, like hopefully we'll this get it this soon. part already is incredibly difficult, but he hasn't even gotten to the hardest part yet, which is after he clips through the floor, he needs to pause Это еще the не game. самая сложная часть, There are оказывается. two possible frames to get that К pause сожалению, and flutter into the loading screen. So he has to do спидранер some не time оставил flutter никаких quickly, заметок для and then комментариев. get a precise Так бы, pause to естественно, make it было интереснее past that, which подготовиться, would be может быть, что-нибудь after интересное clipping through the рассказать. ground. Otherwise, you just fall and void out. And right there, he was pause buffering a pet cancel by bear punching and jumping the frame after to move ever so slightly forward. There we go. Говорят, получилось. Провалились. Под текстуры. I cannot believe I just got that trick. Он сделал это. Well done. Great. I Клап thought в чат, we were клап в чат. doomed here. I'm Easy not gonna first lie. try. Everybody in Honestly, this room, yeah. I was not expecting to get that trick today. Вот это было нереально. Просто провалился под текстуры. For the first one back in person, it was almost like, wow, how are we gonna do this? Set this glitch up, not on your traditional setup where you have the lines in OBS. It can use the reference, so it's incredibly impressive to get this on a TV that you're not used to at all. And it's just nice that, you know, it didn't take 5 tries. How many was that? 3, 4? It's all good. Yeah, still way faster than opening up Witchy World. Yeah. Yeah, it's still Feels great good that to you, show that off too. still great that you got that like first try, the hardest part too. Yeah, that Это part. было все еще I'm быстрее, pretty чем sure казуально that пройти.
the few Есть times чё. that I made it to the end of that trick and it didn't work was due to the randomness factor that I was talking about before. You can't be 100% sure, but I was pretty confident in the setup. So it's nice that when the game gave me a В shot, I принципе, was судя able по to take всему, it. спидранер еще не уверен, насколько стопроцентен этот трюк. Yeah, so the rest of this Witchy World route is just collecting notes, really, to get closer to that 315. But the real important reason that we're in Witchy World is to Собираем finish this setup for the нотки. delayed cutscene warp using that saucer cutscene that we started. Да, нам нужно, Glitter Gulch Mine. наверное, нужно было открыть этот мир для того, чтобы засетапать тот самый глич с телепортацией катсцен, о котором я немного ранее говорил, который заставит нас сделать неправильный телепорт в игре, и мы прыгнем в конец игры. Лунопарк тот самый. То есть раньше спидран выглядел таким образом, что этот мир открывался казуально, и потом делался этот варп. Сейчас, как видите, нашли клип. Goes to Glitter Gulch Mine, that comes back to Witchy World. The game will save right here, kind of freezes, you'll see, and then we'll reset. And later on, the game will want to play the rest. Игра сохранилась, и мы делаем ресет консоли. И там дальше катсцена должна проиграться. И игра запомнила, что вот эта катсцена должна будет проиграться. It will take us to the location of the cutscene that we've previously watched. So we can choose any cutscene here in the main menu on where is most convenient to work. So where do you think we're going to go today, Duck? Из этого меню мы можем выбрать любую катсцену, которую мы хотим, в которой мы хотим прыгнуть. Было бы классно, если бы я смог прыгнуть с самого последнего босса, но я телепортуюсь в башню с вопросами. It's not Beak Bayonet. What's it called? Breagle Blaster. Yeah, that one. We need first person mode. Yes. We need those two moves to enter. The game just won't let you. So I got to do Glitter Gulch Mine early again. So I call it Glitter Gulch Mine slightly later. Again, he's going to need to get this precise. Теперь нам нужно снова попасть в шахту. И в шахту будем попадать, естественно, таким же образом, потому что мы ее не открыли. Не с первого раза, может быть, со второго. Может быть, с третьего. С третьего, хорошо. Нормас. So right now we're basically, this is the delayed cutscene warp you're about to see. We're entering Fuel Depot. It's going to want to play the last cutscene. Сейчас мы отправляемся в катсцену, которую мы проиграем. We're going to the end of Tower Day Quiz. Tower Day Quiz. It's kind of anticlimactic because all you do is just enter the room and you're there. Like there's nothing special. You just enter the room and now we're at end of the game. Все, что мы сделали, просто зашли в комнату и нас телепортировало в конец игры. Well played. But first we have to go learn Clockwork Kazooie eggs because they're required for the fight. So before I jump down, I'm going to tag this warp. Make sure I can come back here quickly. Нам нужно сначала выучить определенную способность. Яйца на таймере. Yes, right there. That was just a beak bust recoil. You don't take damage if you come out of a recoil and just land wherever. So that's pretty nice. And there is a switch up here. Не получаем урона, если прыгаем таким образом. But Duck is choosing to not hit that, and we'll do a way cooler strat to get up there later. And I had to actually gold feather there because that level Открываем has some телепорт еще lasers один. that would actually I have to go through them with invulnerability, or I won't be able to go through them. Yeah, so we'll have to bypass those later since we don't have enough jiggies. Yeah, we will be doing something called Cauldron Keep early, which is also pretty precise, tricky glitch that can get me back into the area I just left, so I can go fight the final boss. Да, тут, в принципе, на Nintendo 64, как в Зельдах, просто замена катсцены. Должно быть именно так. That's all the notes we'll be doing. Will I get a bonk this run? This is the last chance. Так, выучиваем. Jam jars, do it for the fans. Really begging for a bonk. А, I don't know, the run's already dead. ударится ли крот об крышку? Не ударился? Окей. Решил не делать. Yeah, that saved about 0.2 seconds. Yeah, 0.2 seconds. Funny story. I was about to fall asleep on like Monday night, day 2 of the event,
And someone messaged me on Discord saying I found a time save in your speed run. So I told him I'd do it. So there it was, perfectly executed. So here's that cool trick we were talking about earlier. This is the Я не понял, в чем прикол спидрана. Shout out to PG. We're gonna take damage at the same time. First try. Clockwork, nice, first try. Телепортация. The game wants to send you Жесть, с where первого раза. the Этого я не clockwork видел is as еще. you take damage as Banjo, so you just end up teleporting up to this pipe. You can beak bust grab it. Пытаемся клипнуться в Now, ОБ. this is a precise spot he has to be in to clip out of bounds here. There we go. Nice. Nice. Достаточно плотная игра, но очень сложно выбраться в ней в ОБ. There we go. Bypass that. Но спустя Now I have to do another 20 bit лет, clip. Let's hope this 25 one уже, doesn't take и four даже more tries, больше. but we'll see. This one, Хотя нет, почему? also very difficult. 20. Меньше So 20 лет whipping прошло up же, to да? the top here puts you in the same position every time. Да, so больше 20, if если you do fail it, 94-го you года игра. can reset quite easily, but, Но это не 94-го, но 2000-го. Тогда The setup 20, with больше the 20 angle немного. buffers here and a В couple общем, игру ломают buffers is потихонечку. not И as все еще не long as сломали. the Witchy World early one, but Сколько he still времени needs еще to get пройдет? a frame perfect pause that is by far Может the быть, когда-нибудь hardest совсем part of сломают. this, and then flutter into the loading zone. Because if he pauses too early at the end of the setup, he won't clip through the ground, or if he pauses too late, he will fall all the way and not be able to flutter into the final boss. yeah, for Witchy World early, there's 2 frames where you can flutter, but for this one, there's Теперь нам нужно залезть, как и в тот раз, под землю. И когда мы залезем под землю, надо выпрыгнуть с той стороны. И нам нужно правильно залезть под землю. Если мы залезем неправильно, мы улетим Must have done something wrong. совсем вниз, ничего не сможем сделать. I think Ну it и was the придется very делать first, еще раз. movements. Try it again real quick. Так, еще раз ресет позиции. Не получилось, ничего страшного. Yeah, and like this still just saves so much time being able to clip into the final boss like this, instead of having to get all those other jiggies. Я не знаю, с каких попыток сделан VR. Я не смотрел VR. Should be better now. Но по Б у него 28 минут, что-то такое. А еще босса бить пару минут, 69, yeah. по-моему. It's important. 69 пазлов еще. Найс. Фрейм бафферинг при помощи меню. Пауз чемп. Пауз чемп. Oh, okay. Нам нужно, чтобы тень Pause a little too пропала. early Она there. пропала, It's мы that frame пропали. perfect. Gotta try again. Почти Yeah, so that was провалился. the exact Слишком correct рано запаузил. thousandth of a decimal Это было близко. unit. Perfect spot to be in, just paused a little too early. Yeah, and the good thing is if you pause early, you can kind of try to time it to unpause and then try to get the flutter without any buffer. But if you pause too late, you obviously can't do that. But Пауз чемп. unfortunately missed on that one. Может ли он с этого раза? Должна пропасть тень. Это один из сигналов того, что он проваливается. Wasn't super confident in that one. All right. Нет, тень осталась. So yeah, there's a lot of things that could have gone wrong there. Any small wiggle of the cursor for these angle buffers could have been off. Пахнет ли это out of estimate? Не уверен. Пока что нет. Дак, солидный спидранер. Не думаю, не позволит себе такого. Но решает не он, решает игра. Пауз чемп. С 4-го раза это уже будет. There we go. Да, тень пропала. There we go. Оп, запаузил вовремя. И надо выпрыгнуть. Хорошо. Yeah, that is super И impressive пора to do in сразиться person с боссом. at an event like this. That is wild.
Pretty impressive. Claps in the Precise, chat, and then to get claps. that frame perfect pause at the end into the loading zone. He did it. It's not easy to do that first try at all. Yeah, it was crazy how I did it first try. Huh? Yeah. And now we have a not that easy final Yeah. boss. It's actually a pretty hard final boss for the speed run, so it's not over yet. Последний Yeah, босс this is a достаточно really long сложный. cutscene if you wanna do some Особенно donations. I know в it's been a while. нашем Oh, there are a состоянии. lot У here, нас trust как me, бы like this $100 Alright. donation from Zawardo saying, "Let's go, Duck. My Мало brother got me ресурсов. into video games with the Banjo-Kazooie game, so I found it fitting to donate during this game. Best of luck with the pixel perfect trick. First try, clearly. Yeah, both of them first try. $25 here from Vicarious Vice that says, Лэнг собрал "Good luck." супер крутой танк. $25 Great here Britain, from Hag Kukai 1. that says, "First time catching this live, gotta say I'm loving it. Good luck, Duck." $100 here from the King's Pride that says, "One of my earliest memories is of playing Banjo-Kazooie and Tooie with my mom. Shoutouts to the coolest mom in the Воскресили world. You're the best." ведьму. And $25 here from Bruce C that says, "More vengeance is always necessary. The memes, Jack." Make sure you're putting some donations towards that Revengeance Blade Wolf DLC run, which is at $74.94 of В 25. принципе, спидран битвы состоит в том, чтобы отвечать на Alright, so we вопросики. may be through the difficult И- clips and glitches, but like Duck was saying, this is a difficult final boss in itself. I know that my casual Атаковать playthrough took ведьму. like 2 hours to get, period. And having only 5 health in this any percent route, and I think you entered with less than 5. Uh-oh. Well, that's fine. Я не знаю, сколько идет драка, кстати. Может быть, это действительно топ с Two тимой. drops of health, so Oh, okay, we're already down to 2 health. It's okay. Окей, опасно. Было So бы неплохо notice то right хп here поднять. that Duck starts he shoots 1 fire egg, and then he'll switch to grenade eggs, and you can rapid fire grenade eggs. And normally grenade eggs would shoot really slow, but they do a lot more damage. However, if you shoot a fire egg beforehand, you can switch quickly to grenades, and then you can just fire them off. Really fast. Если сначала выстрелить огненное яйцо, которое быстро стреляется, Right here, гранатные you can яйца avoid these стреляются быстрее. mortars by just jumping on this Такие drill дела. right here. Zoom up, little lag reduction. Lag reduction, да, все правильно. I mean, Grunty is talking like this. She's actually giving you trivia questions to answer, and if you get one of them right, she will slow down her attacks, but it takes time to answer her questions in a speed run, so that's slower, and he's just mashing through them instead, automatically getting it wrong. Единственное, что дает правильный ответ на квиз, это то, что ведьма будет медленнее атаковать. В принципе, получается, отвечать явно не нужно. Again, he can stand up here on top of the drill to be safe from the mortars. Уклоняемся от атак. Он еще не добрался даже до гиммика этой драки. То, что нужно будет стрелять Yeah, маленькими these quick hits with the робота-яйцами grenades, и it's not as easy as it looks. And yeah, during these вот next two phases, сейчас, может быть, уже she's это gonna drive начнется. around quite a bit, and so I need to refill my eggs because I'm pretty low on grenades and blue eggs, which I'm gonna need for the end of the fight. But while I'm doing that, I'm gonna be trying Нам to, нужно as подобрать much as гранат I немного. can, reduce Окей, lag ладно. as well, which will save a lot of time because this is a laggy game. Еще нам нужно сокращать количество Try to get grenades лага. and blue eggs here. Игра Some blue лагучая. eggs. I'll go to the next one. Синие яйца есть. Get some grenades here. Синих яиц максимум. Тебе нужно гранат. Might be able to get some more. Возьмем еще, видимо, потому что они Or спавнятся. not. Don't need them. Health is good though. Не спавнятся. It's also important that when you do like the rapid grenades like that, you want to do it where Grunty will only throw like 1 green fireball at you. Because if you do it Вот, too в принципе, и slow, she'll мини-игра throw пошла. 2, and that just loses a little bit of time. Right here, we're blowing up one of the batteries inside with a clockwork egg. Саботаж. Пошел to саботаж. stop this thing from moving around. Взрываем батареи внутри машины.
Неудачно расположила нас, но, в принципе, хп есть. Нам нужно найти яйца, по-хорошему, гранатные. Okay, at this point, he's all good on eggs, so it's just Вот a и matter гранатные of яйца. finishing В the принципе, side он out хорошо. clean. Можно АФКшить. A little lag reduction right there, just standing on the slope. Takes the digger off the screen a bit. Уменьшение количества лагов Okay, we have one при more hit, направлении камеры немного fast вниз. grenades on her, and then he will shoot a clockwork inside, blow up that final battery that will stop Pag 1 from being able to move around. Взрываем последнюю батарею, Also remove the lasers. и эта машина перестанет двигаться. Ooh, Okay. those Boom. clockworks have a massive explosion radius. All right, as we're getting down to the final wire here, just again, like to thank GDQ for having me. Always a pleasure. It was really fun last night. It's really Очень fun tonight. Thanks to everyone on my странный Twitch. эстимейт If you've для enjoyed настолько watching сложной Banjo-Tooie, техничной игры. На данный then, момент check out the community. You know, it doesn't always have to нужно end with выполнить GDQ. два невероятно точных скипа. Это то же самое, если бы any% мажоры And yeah, if you like запихнули в Banjo-Kazooie, такой маленький Banjo-Tooie, эстимейт, or Mario Party где speedruns, you can follow если, my Twitch, опять же, ты не twitch.tv/duff. сделаешь правильные Follow all инпуты, my commentators too for both of the runs. They're fantastic as well. тебе надо вернуться в город за Really, the rest of гранатами, this boss fight за is just бомбами. shooting Grunty enough. You wanna get her down to zero. We're at И это 15 там now. минус 15 минут, So что one такое. more quick cycle of those blue eggs to get her down to 1, and then the very difficult, tricky final hit. Yeah, the tricky thing about the final hit, she just has to be holding the ball above her head. There's like a purple little spell she's gonna throw at you. Отравила воздух, бабуля. She's holding it. Done. Time. Time. Sorry. Forgot to mention that's time. Thank you. И время. Thanks so much, everybody. I know we went a little overestimate, but I'm really happy I got to show off those tricks, 36-25.0. But anyways, yeah, thanks so much. And Что if you ж, are interested ну, in Banjo-Kazooie, не or критично. Tooie, Это мог бы or быть any ран в Banjo 40 game минут и speedrun, даже больше. there's a really nice Banjo series Discord. I Этот just спидранер, started myself. по-моему, сейчас Seems давайте chill, перепроверю. drama-free. Третий, So, you know, seek out the четвертый, Banjo Discord and you can learn четвертый about any в Banjo лидерборде speedrun you want. из Anything from you guys? Great run. Great job. Thank you. Great job. 80 человек. All right. И, в принципе, из них очень много старых спидранеров, которые не делали этого трюка.